Что же, друзья, всем привет, с вами я, Роман 16К, и сегодня мы поговорим о такой ситуации. Ситуации, где есть этот аниматор под названием Поттермор. Что же, этот аниматор Поттермор, как говорят те люди, которые сняли про него видео, говорят, что он домогался до человека, то есть до девочки, которой было 12 или 13 лет. Что ж, и ему в это время было, можно сказать, 16 лет. Я спрошу сейчас у Алисы, можно ли посадить этого человека. Привет, я сейчас один дома, и я спрошу Алисы. Алиса, привет. Люблю здороваться. Хорошего дня вам, добрый человек. Алиса, у меня вопрос. А можно посадить того человека, если он занимался педофилией 2 года назад? Я не готова обсуждать подобные темы. У меня Яндекс.Дера тоже ничего не ответила. Пришлось заходить в какие-то сайты, чтобы увидеть доказательства. Если она не затерялась, то пикчу я прикреплю. Вот она. Если хотите почитать, то просто нажмите на паузу и переместитесь в тот тайп-код и прочитайте спокойно. И как говорят, что это вот 12 лет или 13-16 лет, это практически 3 года разницы. Вспоминаем мой дисклеймер, что я воспринимаю только законы Российской Федерации. И если смотреть возраст согласия в России, то возраст согласия в России это с 16 лет. И еще плюс, если посчитать законы России и посмотреть сообщение, которое писал Поттермор этой девочке, то можно сказать, он домогался до нее. А как вы знаете, что домогание и педофилия это не одно и то же. Домогание это просто домогаться кому-то. Или это уже домогательство к самим. Да, есть некоторые сходства, но ёкарный бабай. Нужно различать возраст. Полная ответственность, если он нарушил закон с 18 лет. И я вам покажу видео, где вот этот вот закон можно прочитать. То есть видео закона 133 УК РФ. Вот можете просто нажать на паузу и прочитать вот это вот все. Что же, как некоторые говорят, он ответил на свои действия. Они говорят, что он манипулирует аудиторией и выставляет себя жертвой. Хотя некоторые люди осуждали его за то, что он делал в прошлом. Сейчас прошу у Алисы снова, можно ли осуждать человека, что он сделал в прошлом или нельзя. И может ли человек иметь право на ошибку. Алиса, у меня вопрос. Алиса, у меня вопрос. Слушаю вас внимательно. Можно ли осудить человека за то, что он сделал что-то плохое в прошлом? Осуждать человека за его прошлые поступки не стоит. А может ли каждый человек иметь право на ошибку? Каждый человек имеет право на ошибку. Что же, эти люди говорили, когда пару ответил на это все, что он манипулировал из-за на то, что у него типа проблемы с его ментали... с его психологическим здоровьем. И говорят, что он себя строит жертву и потому, что они все лжецы. И говорят, что он очищает комментарии, которые направлены на его критику. То есть критикуют его. И плюс, те говорят, что это, его вот эта вот ответка вранье. И вы скажете на вот эту вот всю ситуацию, неужели человека отменяют за то, что он делал в прошлом, как Крис Тайсона? К сожалению, ребята, это да. Господи, обвинять человека в прошлом, то, что он сделал в прошлом, это как обвинять Россию в 15 веке, что она сжигала евреев. Это, конечно же, абсурд.
Ну, конечно же, американцам же похуй, что что-то произошло, например, 3 года назад, и скажут, что это вранье. Ну, можно сказать, что мы ржем с американцев за их тупость. Что же, говорит тут в комментариях один челик, что же, те фанаты Портумера говорят, если я ограблю банк 3 года назад, то есть я не должен идти в тюрьму за то, что я делал в прошлом? И говорят некоторые американцы, что вот то, что, например, ты сделал 3 года назад, это нехорошо. Ну, то есть это вообще не ок. Ну, то есть, если говоря по законам России, то можно и посадить человека за то, что он сделал в прошлом. Но есть прикол в том, что если какая-то, например, маленькая тяжесть преступления, то тебя, например, посадят либо на месяц, либо на 2 месяца. И если эта вот тяжесть будет расти, то можно дойти до пожизненного. Это сейчас говорится про Конституцию Российской Федерации. Если вы не знаете, что там говорится, то просто поищите в интернете это и почитайте. Ну, в интернете, конечно же, тебя не отменят за это, а в реальной жизни, то могут тебя арестовать и посадить. Так что не надо сравнивать интернет с реальной жизнью. И говорят, что если ты просто в нейтралитете, то есть не за пару и не за вот этого Поттермера, то вы категорически относитесь к клоунам. Ну, я вопрос такой ёбаный в рот. Если, сука, блядь, они не хотят за одну сторону или другую, то значит они клоуны, по-вашему? Ну, сука, это не мнение, а пиздец. Ну, то есть, мнение, что вы, если вы нейтралитет держите, то вы категорически клоуны. Я тоже нахожусь в нейтралитете в этой ситуации. Я просто хочу анализировать эту ситуацию и рассказать это. И и американцы скажут, что я клоун, типа. И в качестве пруфа я вам прикреплю эту пикчу в качестве пруфа. И говорят, что если мы это не оставим, ну, то есть и не оставим без присмотра, то всякие аниматоры в виде ПГ Хуйсфильса будут набирать новых фанатов и зарабатывать больше бабла. Если по такой логике случается, что нужно, если вы отменяете человека, то что должны все вот эти вот субскрайберсы, то есть подписчики, которые они зарабатывали очень долго, отписаться сразу по щелчку пальца. Некоторым похую на эту ситуацию и продолжают смотреть этого своего любимого блогера. И я забыл вас предупредить, что в этом видео будут английские субтитры, чтобы некоторые люди, которые разговаривают only English, can understand what I saying. И если вы скажете, что я вообще не посмотрел ни одного видео, то я вам покажу всю свою историю просмотров на телефоне. Вот, короче, как я и говорил, вот это вот видео, вот это вот видео, вот это вот видео я сейчас смотрю для того, чтобы понять. И вот это вот видео я смотрел, и вот это вот видео смотрел для того, чтобы понять, что тут происходит. Так что не надо тут траля-ля устраивать. Один ютубер под названием Парва выпускал мемы про вот эту вот ситуацию. И один раз он выпустил один мем с Адольфом Гитлером. Ну, то есть во время 1940-х. И еще он осуждает тех, кто сделал что-то плохое 3 года назад, то есть в прошлом. Вспоминаем один из моих там кодов, и там говорится, что осуждать человека за прошлое нельзя, так что извините, но мне нужно сказать «сак май кок». Что же, я уже заколебался эту вот первую часть делать, так что итоги. Пару осуждают за то, что он сделал в прошлом, ну, за то, что он занимался педофилией. Обзывает тех, кто... Ну, то есть американцы обзывают тех, кто в этой ситуации нейтралитета соблюдают клоуны. Ну, я с некоторыми вещами согласен с ними.
но с некоторыми нет. Ладно, на этом уже надо заканчивать. Всем до встречи и пока.